Здравствуйте. Купили теплицу 3х6, профиль дуг 20х40, шаг между дугами 0,67, карбонат толщиной 4 мм. Вот в таком виде ее привезли. Доставили из Могилева бесплатно. Называется Итрона Люкс. Агрогородок Вишев, Белынический район. И вот такой вот вкладыш по сборке. Так как качество оцинковки неизвестно и профиль будет большей частью во влажной среде, сначала все обезжирю нефрасом и покрашу его грунт эмалью 3 в 1 серого цвета. Ставить буду на брус 50 на 150. Предварительно брус пропитаю отработкой автомобильного масла от гниения. Приобрел темно-коричневый цвет. Теперь это будет и защита при косьбе травы триммером. Поднимется повыше теплица, но и будет также как бор для грядок. Дополнительный крепеж для бруса и досок. Что-то было, что-то купил, тоже покрасил. На покраску ушло 2 литра краски. Разметил приблизительно участок. И сначала соберу нижний профиль, и по нему уже буду с точными размерами делать основание из бруса. Профиль с намеченными отверстиями, с одной стороны загнут, чтобы можно было вставить один в другой и зафиксировать болтом. Болты с 4-угольным концевиком. Он продается в профиль и не будет проворачиваться. Наживил фасады и одну дугу в центре. Так как я один, чтобы замерить, пользуюсь маленькими хитростями в виде струбцины. Чтобы конструкция была более устойчивая, прикрутил еще верхний профиль. Постепенно, держась за верхнюю планку, сдвинул конструкцию в сторону. Буду собирать брус. Скрутил брус, выровнял его по уровню, снизу подкладывал кирпичи, так он не будет проваливаться, и проверил расстояние по диагонали. Нижний профиль теплицы будет прикрепляться к брусу, и он довольно тяжелый. Вряд ли от ветра теплицу перевернет. Но я на всякий случай вобью 4 металлических прутка, прикреплю их скобками. А в комплекте шли вот такие якоря, 6 штук, которые вставляются снизу в дуги. Но мне кажется, что в земле это быстро сгниет. Соединил дуги, пока без фасадов. На фасады поликарбонат буду крепить на земле. Подкрасил болты, гайки, черные саморезы, так как черные саморезы со временем могут отгнить.
буду собирать фасад. Места подкрепления петель и ручек уже размечено. Под поликарбонат тоже. Так что остается только все прикрутить саморезами. Разложил поликарбонат защитным слоем наружу, согласно схемы раскройки. Сниму верхнюю защитную пленку, чтобы было видно, куда крепить. Прихвачу в нескольких местах, обрежу и потом петли перекручу наружу. Торцы буду закрывать специальной перфорированной лентой и сверху надевать вот такой вот профиль П-образный, чтобы туда не залазили насекомые и грязь. Вот так это довольно эстетично вышло. Надевал профиль с помощью вот такого небольшого тонкого шпателя. Обрезал канцелярским ножом. Также прорезал дверь и форточку. Собрал грядки, выровнял их по уровню, проходы сделал пошире, чтобы можно было удобно ходить и что-то поставить. Сейчас зафиксирую их прутками, чтобы не сдвигались, и потом засыплю туда чернозем. Поставил фасады. Двери открывал, потому что очень большая парусность. Прикрепил нижний профиль черными саморезами и закрасил их. Выровнял дуги по вертикали, зажал все болты, и теперь конструкция не шатается. Не хватило черного П-образного резинового уплотнителя. Покупал 10 метров. Нужно еще метра 3. Разложил листы. Соединить хотелось бы через специальный профиль. Получится ли это на такой ширине и длине, не уверен. Если нет, то буду делать по-простому внахлёст. Соединить не получилось. Если на одну сторону можно без проблем одеть с помощью шпателя, то протолкнуть два соединения не получается. Максимум метра на 1,5. Пробовал и с мыльным раствором. Не выходит. Так что буду делать внахлёст. Так как уже поджимаю сроки, нужно высаживать. Заделал торцы в листах. Буду их заталкивать наверх. Накинул первый лист. И оказалось, что он длиннее, чем я думал. Достает до земли с одной и с другой стороны. Подкопал отсюда, перетяну его, и уже не хочу переделывать, отрезать. Попробую его максимально заглубить. Накинул
и прихватил 2 листа. Сверху буду ложить 3-й. Листы затягивал сбоку. Листы легли ровно, без горбылей. Внизу позже, видно, по всей длине прибью доску. Осталось доделать еще двери-форточки. И немного докрутить с этой стороны. Основная работа закончена. Поставил фурнитуру. В планах еще на форточке поставить теплорегуляторы. И по бокам сделать снаружи еще грядки. Поставить ряд досок. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.